На краю Земли, в самом сердце Южного океана, находится остров Макуори, маленький лишь 126 квадратных километров. Уголок Земли, о котором мало кто знает. Тут, где веют холодные ветра, с завидной регулярностью льются дожди и бушуют шторма, создается тоскующая и одновременно захватывающая атмосфера. Безлесные склоны и зловещие серо-зеленые пейзажи острова в течение веков служили домом для разнообразной морской фауны. Среди них были морские птицы, тюлени и другие млекопитающие каадычи, которые наслаждались относительной безопасностью своего изолированного рая. Однако эта идиллия не могла длиться вечно. Вскоре грубая жадность человека принесла разрушение в этот мир. В 1810 году охотники за тюленями, введенные в искушение богатствами, скрывающимися в ледяных водах, начали массовое истребление этих животных. Они бросились в эту неведомую глубину океана с единственной целью – заработать на жирах и шкурах, вырезая тюленей целыми стаями. Этот бесчеловечный промысел потряс экосистему острова до глубины души. К 1919 году тюлени почти полностью исчезли, оставив позади лишь мертвые тела, погибшие от жадности и безразличия. С приходом охотников на остров вместе с ними проникли крысы и мыши. Те самые хищники, которые с немалым азартом обрушились на гнезда морских птиц. В считанные месяцы они стали настоящей бедой для местной фауны. Эти безжалостные грызуны начинали поедать яйца, загрызали птенцов и, находя на своем пути даже взрослых птиц, не оставляли ни единого шанса на выживание. Воспроизводясь с чудовищной скоростью, они заполонили остров, и вскоре его тихие береговые утесы заполонили их зловещие шорохи. С каждым годом колонии морских птиц сокращались, и вскоре остров был полон лишь криками голодных крыс и пустоты. Гнезда, некогда полные жизни и возвышающиеся над бухтами, опустели, оставив печальные воспоминания о том, как было в прежние времена. Постепенно остров наполнился неумолимым протестом природы, и жестокая реальность царила над его щедрыми водами и берегами. В ответ на угрозу, возникшую из-за нашествия этих грызунов, власти совершили серьезную ошибку. Они приняли решение выпустить кошек на остров в 1878 году, надеясь на то, что эти ловкие хищники смогут наконец положить конец правлению крыс. Но это решение обернулось настоящей катастрофой. Кошки, воссоединившись с дикой природой, быстро стали не только охотниками на крыс, но и подмочили репутацию острова еще больше. Сытясь мясом кроликов, которые были выпущены с теми же намерениями, кошки переключились на охоту за морскими птицами. На фоне безжалостной борьбы за выживание число убитых морских птиц стремительно росло. По оценкам, каждые 12 месяцев кошки убивали не менее 60 тысяч птиц. С каждым годом назревает все большая угроза исчезновения целых видов. В 1980-х годах, когда ситуация достигла критической точки и остров был на грани экологической катастрофы, власти поняли, что необходимо принять экстренные меры. Они инициировали массовую кампанию по уничтожению кошек и призвали людей к действию. Подобные действия обернулись противостоянием такому общественному беспокойству. Однако с каждым днем число кошек на острове уменьшалось. Тем не менее, цена за это решение была велика. Экосистема острова была серьезно разрушена, и спасение еще не пришло. Сокращение числа хищников лишь усугубило положение. Стремясь утолить свой голод, выжившие кошки по-прежнему орудовали среди колоний морских птиц, способствуя исчезновению популяции шамааси, которая, казалось, не могла возродиться. Хрупкое состояние экосистемы острова требовало систематического и многопланового подхода.
Разрушение большинства природных балансиров было итогом длительного периода разрушительного вмешательства человека. С уходом кошек на острове ситуация только усугубилась. Кролики, выпущенные изначально с той же целью, что и кошки, начали размножаться в невообразимых количествах. В 2006 году оползень привел к разрушению части колонии королевских пингвинов, и безжалостные кролики начали уничтожать растительность, которая все еще оставалась. Пейзаж, некогда радующий глаз, превратился в пустыню. Почва разрушалась, склоны обваливались, деревья сгибались под давлением природных сил. Разрушение среды обитания стало основным фактором, способствующим исчезновению видов, многие из которых уже никогда не увидят света. Перед властями острова встал сложнейший вопрос: как остановить этот поток вторжения и восстановить утраченную гармонию? Каждый день они получали все больше рапортов о том, как множество других видов оказывались под угрозой, и сколько еще времени им предстоит потратить в борьбе за каждую жизнь. В 2007 году власти запустили масштабную операцию по восстановлению острова. За это время было осознано, что для спасения этого куска земли необходимо действовать быстро и решительно. Бюджет операции составил более 15 миллионов долларов. Невероятная сумма для такого удаленного места. Специальная команда специалистов разработала стратегию, включающую в себя сброс более 300 тонн ядовитых гранул с воздуха. Однако избежать потерь среди обитателей острова не удалось. Несмотря на потери, такие мероприятия стали образцом борьбы за сохранение экологии и, пущенными в дикую природу, действовали, чтобы победить захватчиков. Являясь титанической задачей, операция требовала не только ресурсов, но и сострадания, что способствовало объединению людей с одной общей целью – спасти остров. В это время многие местные жители начали активно участвовать в процессе, осознавая важность восстановления природы и осознанного взаимодействия с экосистемой. Специально обученные собаки и проводники прошли более 56 тысяч километров по острову, исследуя каждый уголок и место, где могли укрываться выжившие грызуны. Очередная миссия была проста, но трудна. Найти и уничтожить остатки инвазивных видов, остаться перед лицом этой огромной угрозы. Каждая нора, расщелина и камень проверялись вручную, и даже самые удаленные уголки не могли быть оставлены без внимания. Каждый участник операции знал, успех зависит от внимания к деталям. Применение современных технологий и возможность использовать опыт предыдущих лет помогали в борьбе с длиной и опасностью операций. Объединенные знания исследователей, местных жителей и общественных активистов формировали уникальную стратегию борьбы с захватчиками и способствовали единству в этой сложной борьбе. Собака, обладающая аккуратным умищем, следующей за своим хозяином, исследовала каждый сантиметр своей территории, работая на протяжении нескольких часов. После 7 лет упорного труда в 2014 году остров был официально объявлен свободным от инвазивных млекопитающих. Эта новость облетела всю страну и вновь дала надежду на восстановление природы. Скоро после того, как последняя кошка и кролик были удалены, остров Макуори начал восстанавливаться. Природа, хозяйка этого забыта дома, спешно начала возвращаться. Зелень вновь начала разрастаться на местах, где прежде господствовала бескрайняя пустота. За одно лето остров ожил. Повсюду выросли цветущие травы и кустарники. Природа была готова поблагодарить людей за их усилия, возвращая те виды, которые однажды были потеряны. Колонии буревестников снова начали заполнять небеса своим криком, а мигрирующие птицы возвращались в ранее опустошенные места, став символом надежды для острова. С возвращением жизни на остров начала восстанавливаться и местная экосистема, которая отвечала за баланс всей ее природы.
Прежняя зелень стала возрождаться, и жизнь вновь наполняла остров. Вскоре на Макуоре снова поселилось множество видов, которые долго искали безопасное место для жизни. Остров стал притянутым магнитом для орнитологов и исследователей со всего мира, жаждущих изучать возрождающуюся экосистему и узнавать о возможностях, которые предоставляет природа при должном внимании и заботе. История Макуори — это не просто рассказ о восстановлении экосистемы, это предостережение против человеческой жадности и неосмотрительности. Она напоминает нам о том, как легко и быстро природа может быть разрушена, если не относиться к ней с уважением. Однако эта история также учит надежде. Она показывает, что, объединив усилия, можно восстановить даже самое уязвимое место на планете. Остров Макуори стал образцом возвращения к жизни. Он стал напоминанием о хрупкости нашей экосистемы и о важности бережного обращения с природой, которую мы так безжалостно угнетаем. Важно помнить, что каждая потеря жизни — это часть нашего общего наследия, и мы должны прилагать усилия для восстановления и сохранения тех даров, которые предоставляет нам природа. В конце концов, уроки Макуори — это уроки человечества в целом. Забота о природе ведет к благосостоянию всех живых существ на Земле. Если вам понравилась история, то подписывайтесь на канал. Здесь вас ждет больше интересного контента. Берегите себя и природу.